Ну что, высыпаем. Вау, новый герой рядом с Гоку. Приветствую всех на канале Panini World наклейки и карточки. Меня зовут Юля, и сегодня мы начинаем совершенно новую коллекцию Panini Dragon Ball Daima. В этом стартовом наборе нас с вами ждет биндер, 2 пакетика и 1 лимитированная карточка. А еще сегодня мы впервые познакомимся с совершенно новыми героями и злодеями Dragon Ball. Если вы уже знакомы с Dragon Ball, то знаете Гоку и его друзей уже много лет. Но Dragon Ball Daima — это совершенно новая история. В центре сюжета у нас снова Гоку и его друзья. Но на этот раз происходит кое-что необычное. Из-за заговора они превращаются в маленьких, поэтому на обложке мы их видим именно маленькими. Но чтобы вернуть свой прежний облик, Гоку отправляется в совершенно новый для него мир — царство демонов. Ребята, а самое интересное, над этой историей работал сам создатель Dragon Ball Акира Торияма. А чуть позже в видео я обязательно расскажу, насколько большую роль Торияма сыграл в создании Дайма. Ну а теперь давайте посмотрим, что же входит в стартовый набор. И здесь у нас с вами будет чек-лист, 2 пакетика, лимитированная карточка и еще другие карточки, которые мы с вами откроем из пакетиков. Ну что, давайте приступать, открывать наш стартовый набор. Ну что, высыпаем. Итак, наш биндер. Это у нас чек-лист. Давайте посмотрим, какие у нас карточки будут в коллекции. 207 карт всего, 100 из них базовых карт, 35 карт, из которых можно собрать большую картинку, пазл карт. И также еще будут, вау, да, это очень интересные карты. Это карты особенные, они пластиковые и полупрозрачные. Мне уже такие попались на коротких видео, поэтому мы их посмотрим поближе чуть позже. Дальше у нас 43 блестящие карточки и 9 супер крутых карт с 3D эффектом. Ребята, такие карточки мне уже тоже попались, и я от них в полнейшем восторге. И дальше персонажи, которые нам с вами будут попадаться. Но, насколько я помню, это не все. Здесь есть небольшой подвох. И этот подвох заключается в том, что здесь есть параллели. Поэтому, если вы хотите собрать прямо полную коллекцию, то, конечно, это не 207 карт, а либо 307, либо 407, потому что здесь я не совсем поняла. У нас будет целых 2 варианта параллелей. Посмотрите, может быть, сегодня попадется что-то, и мы сможем сравнить и посмотреть все-таки, как это выглядит. Итак, у нас с вами 2 пакетика. Кстати, у пакетиков разный дизайн, очень здорово. И у нас с вами лимитированная карточка. Итак, давайте посмотрим, какая здесь лимитированная карточка, и проверим, действительно ли в каждом биндере карточка именно такого вида. Ну что, открываем. Итак, да, это точно она. Вау, ребята, какая она крутая. Она такая металлизированная. Мне кажется, что это Гоку Супер Саян 4. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Мне кажется, эта трансформация появилась в Dragon Ball GT, а теперь получила новую версию в Dragon Ball Daima. И посмотрите на эти малиновые волосы, на этот малиновый хвост. Выглядит просто невероятно. И вот так вот выглядит карточка у нас с обратной стороны. Вообще у нас в коллекции 9 лимитированных карточек. Именно эта карточка идет в стартовых наборах. Следующие 2 карты у нас попадаются в больших боксах с пакетиками, а остальные 6 видов карт можно найти вот в таких вот блистерах. Но это именно во Франции. В некоторых других странах бывает, что Panini упаковывают немножко по-другому. Ну что, ребята, давайте откроем пакетики и посмотрим, что за карточки нам попадутся. Вот этот пакетик очень плотный, и мне кажется, что здесь может быть редкая карточка с 3D эффектом. Но мы сейчас с вами это проверим. Вау!
Я, конечно, не всех героев знаю, поэтому вместе с вами буду изучать их и смотреть их новые характеристики. Вау, какие они крутые, какие они красивые. Так, ну, наверное, сейчас начнутся самые классные. Вы видите, уже здесь есть полупрозрачная карточка. Ну ладно, давайте по очереди. Так, маленький Гоку. Вау, а вот это у нас, ребята, как раз с вами параллель. Как она переливается. Очень красиво. Так, ух ты, какая красивая карточка. Давно таких не было. Мне кажется, что последний раз такие карточки были только в коллекции Hello Kitty. Вау, я в восторге. Вот эти мне понравились очень сильно. Ребята, здесь карточка с 3D эффектом. Так, давайте посмотрим сначала вот это. Номер 116. Вот такой вот. Но мне больше интересует вот этот вариант. Вау, это Пикколо. Класс. Посмотрите, как красиво переливается. Обалдеть, обалдеть, какая красивая карточка. Номер 204. Я в полнейшем восторге. И следующий пакетик у нас с вами идет. Давайте смотреть. Так, ну здесь у нас Гоку. Такой же, как, ну, практически, да, такой же, как и на лимитированной карточке. Вау, здорово. Так, ну это нет, это, наверное, параллель. Да, какая красивая. Обалдеть. Снова прозрачная, ребята. Вау. А здесь вот у нас, кстати, новый герой рядом с Гоку. Но о каждом новом герое я постараюсь рассказать побольше в этом видео и в последующих видео, когда я буду собирать эту коллекцию. Невероятная карточка. Так, вау, целых две, ребята, целых две карточки из блестящих. Обалдеть, какие красивые. Я в восторге. И вот такая вот карточка, наверное, которая может складываться в более крупную карточку в виде пазла. Очень здорово. Два пакетика это, конечно же, немного, но на самом деле мы сегодня вставим с вами большое количество карт, так как на коротких видео шотс мы с вами открыли 3 пакетика, и вот такая вот лимитированная карта мне попалась. Но здесь у нас новые злодеи, о них мы тоже поговорим подробно, но я очень рада, очень красивая карточка, просто я в восторге. И это уже вторая лимитированная карточка. Ну что, сейчас я приведу все в порядок, и мы с вами более подробно познакомимся с коллекцией, когда будем вставлять это все в биндер. Ну что, все готово. Давайте еще раз посмотрим на эти потрясающие лимитированные карточки и добавим их в альбом. Ребята, но прежде чем мы начнем добавлять попавшиеся нам сегодня героев, я хочу буквально на минуту остановиться на человеке, благодаря которому появился этот мир. Это Акира Торияма, создатель оригинальной манги Dragon Ball. И что особенно интересно для Dragon Ball Daima, он не просто дал идею для новой истории. Торияма принял непосредственное участие в создании проекта. Он работал над концепцией, сюжетом и дизайном персонажей. Он также придумывал элементы нового мира, царства демонов, различных существ и даже транспорта. Посмотрите, пожалуйста, на изображение, как много классных зарисовок мне удалось объединить в один рисунок. То есть многие персонажи, которых мы сегодня увидим на картах, сначала появились именно в его рисунках. К большому сожалению, Торияма умер в марте 2024 года, еще до премьеры Дайма, поэтому сегодня этот сериал воспринимается еще и как одна из его последних больших работ во вселенной Dragon Ball. Ну а теперь давайте посмотрим, какие персонажи попались именно нам. Ребята, наш чек-лист начинается с Гоку, и на первом развороте мне попалось целых 4 карточки. Давайте их добавим. Вау, неплохо получается. Ну а на втором развороте у нас 2 параллели.
Ребята, это, скорее всего, кристалл параллели, а вот голографические параллели я проверяла карты, мне не попалось ни одной. Мне кажется, это будет наиболее редкие карточки. Но, тем не менее, таким параллелям я очень рада, они очень красиво выглядят. И здесь у нас Вегета Мини и Гоку. Давайте добавлять. Радостно, что на третьем развороте тоже есть две карточки. Это Булма и Кибито Мини. Кстати, вот эта карточка мне попалась уже повторная. И не просто, а целых 2 раза. Я не знаю, у вас такое бывало? 2 повторные карточки было в одном пакетике, представляете? Ну ладно, что ж, давайте их добавлять. Ребята, ну а четвертый разворот вообще богат картами. Здесь их целых 4. Нам попался Android 18, Мистер Сатан, Ямча и Пуар, и Ямча и Пуар Мини. Причем в кристалл версии. Очень красиво. Давайте дополнять страничку. Ну а мы с вами идем дальше. И здесь всего у нас одна карточка, но зато кристалл версия. Ребята, ну а дальше у нас с вами 3 героя, это базовые карточки, и мы будем переходить на совершенно новых героев, которые впервые появились в Dragon Ball Daima. Ребята, ну вот, наконец-то эти новые герои. Здесь у нас есть и Глорию, и Панзи. Но, к сожалению, с этого разворота мне ничего не попалось. А здесь вот такой вот новый герой. Его зовут Кадан. И это карточка Кристалл. Давайте дополним. Ребята, как видите, в Дайма появилось довольно много совершенно новых персонажей, и мне кажется, будет намного интереснее знакомиться с ними постепенно, по мере того, как они будут появляться в нашей коллекции. Поэтому сегодня мы более подробно посмотрим на одного злодея и одного нового героя. Первым злодеем будет Марба. Давайте сперва ее добавим. А теперь давайте познакомимся с ней поближе. Марба – это великая ведьма из царства демонов, и хотя на вид она может довольно безобидно выглядеть, ее история очень важна для всей вселенной Dragon Ball. Именно Марба оказывается настоящим создателем Маджина Бу, хотя, похоже, сама она считает этот эксперимент неудачным. А в Дайма она снова занимается созданием маджинов, на этот раз вместе с доктором Аруинсу. Именно благодаря их исследованиям появляются новые маджины Ку и Ду. Поэтому Марба – это персонаж, который связывает историю Маджина Бу из Dragon Ball Z с совершенно новым миром Dragon Ball Daima. Ребята, с маджинами нам предстоит познакомиться еще чуть позже, ровно как и с летательными аппаратами, потому что сейчас мне не попалось ни одной карточки. Из этого разворота, к сожалению, тоже ни одной. А вот с вот этого разворота целые 2 новые карточки. Мини Гоку и Мини Вегета. Давайте их добавлять. И прежде чем мы подойдем к большим картинам с группой наших злодеев и группой наших героев, давайте добавим одну вот такую вот карточку. Итак, в группе злодеев попался Маджин Ду и Марба. Давайте добавим. И 2 карточки из группы героев. Ребята, а следующие 7 разворотов у нас будут посвящены всем 20 эпизодам сериала Dragon Ball Daima. И именно здесь будут попадаться мои самые любимые карточки в этой коллекции. Ну какие же они потрясающие. На этом развороте пока что только одна карточка. Давайте ее добавим. Ребята, ну а дальше совершенно потрясающий разворот, не только потому, что здесь мои любимые карточки, но еще и потому, что здесь мы встречаем одного из героев, про которого я сегодня хотела бы рассказать более подробно. Это Панзи и второй новый герой Dragon Ball.
Панзи абсолютно новая героиня Dragon Ball Daima. Она принцесса третьего мира демонов и дочь короля Кадана. Но сначала мы встречаем ее совершенно в другом образе, как таинственного маскированного Маджина. Она тайно противостоит армии Гомаха и использует собственные васаби-бомбы. Позже Панзи знакомится с Гоку и присоединяется к нему, Глорию и Шину в путешествии по царству демонов. Ребята, мне очень нравится, что Панзи – это не просто принцесса, которую нужно спасать. Она сама смелая, активная и умеет постоять за себя. И самое главное, Панзи является совершенно новым персонажем, созданным Акирой Ториямой специально для Dragon Ball. Ну а теперь давайте добавим наши карточки. Ребята, на следующем развороте у нас только одна карточка, но это специализированная металлизированная карточка. Очень классно, давайте добавлять. Ребята, здесь нам не попалось ни одной карточки, зато на этом развороте их целых 3, и среди них одна из моих любимых. Вау, очень классно, они все такие продуманные, очень красивые. Давайте добавлять. Ребята, в предпоследнем развороте вот такая вот карточка, просто восхитительная. Добавляем. И напоследок супер крутые карты с 3D эффектом. Давайте на них полюбуемся еще раз. Вау, Пикколо. Очень красивые, бесподобные. Давайте их добавим. Я очень рада, что я открыла всего 3 пакетика, и мне попалось целых 3 из 9 этих карт. Но также из вот этого блистера, который мы с вами открыли на коротких видео, и в сегодняшнем стартовом наборе мне попалось 3 повторные карточки. Это не очень хороший знак, потому что обычно на этом этапе мне не попадается ни одной повторной карточки или наклейки. Ребята, ну что, сегодня мы с вами только начали знакомство с этим удивительным миром. У нас впереди еще очень много персонажей, и я хочу постепенно рассказывать вам историю каждого из них по мере того, как они будут появляться в нашей коллекции. Кстати, напишите, пожалуйста, кто вам сегодня понравился больше, Панзи или Марва. И вообще, если вам нравится Dragon Ball и коллекционирование Panini, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить и следующие распаковки. А я буду собирать эту коллекцию вместе с вами. До встречи в следующих видео и пока-пока!